Как прорастить маш дома и салат из ростков маша по-корейски. Мы взялись за нелегкую задачу, решили устроить своего рода эксперимент. Купили бобы мук, бобы маш 400 грамм и собрались их проращивать. И этот эксперимент длился у нас в течение недели. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть, что у нас получилось. Итак, 400 грамм бобов маш мы сначала перебрали и извлекли из него все поломанные бобы, затем хорошо промыли в холодной воде. Все, что в первый раз всплыло при загрузке в воду, это плохие старые бобы, и всякие частицы нужно убрать. Затем, промыв в холодной воде, оставить на 24 часа зимой и на 12 часов летом в холодной воде настаиваться. За это время бобы должны разбухнуть. И, да, может быть, всплывут еще какие-то ненужные частички. Вот так вот должны выглядеть распухшие бобы. Если всплывут какие-то грязные частички, их выбрасываем. Мы использовали пластиковую бутылку, сито и черные пакеты для того, чтобы попробовать прорастить бобы. Пластиковую бутылку мы разрезали напополам, чтобы одна нижняя часть служила для того, чтобы вода в нее стекала как емкость, а в другую часть мы заложили, собственно говоря, сами бобовые. В саму бутылку мы положили марлю. Марлю кладите в один слой, не делайте много слоев. И далее уже сверху заложили вынутые из холодной воды после 24 часов бобы маш. 2 кружки мы положили в бутылку, в пластиковую бутылку. Затем, положив на дно черного пластикового пакета марлю в один слой, мы загрузили туда маш, тоже 2 кружки, 2 обычные кофейные маленькие кружки. И соорудив такую конструкцию из пластикового корыта и туда поставив сито с тарелкой, на тарелку положив марлю в один слой, мы положили 3, но не делайте так, положите 1, загрузили туда оставшиеся бобы. Вот в эту конструкцию бобовых можно загрузить побольше, 3 кружки, около того. В общем, все, что останется, 400 грамм. Вот наши 3 конструкции. Все это в течение 7 дней мы должны будем держать в темном месте. На бобы ни в коем случае не должен попадать солнечный свет. И желательно, чтобы они были в теплом месте, не в горячем, а в теплом, комнатной температуры. И в течение этих 7 дней мы будем каждые 2 часа поливать эти бобы холодной водой. Вода должна свободно стекать, поэтому в пластиковом пакете, в черном, куда мы заложили бобы, мы проделали дырочки, чтобы было куда стекать в воде. Соответственно, через сито вода будет стекать свободно, а в бутылке есть дырка. Точнее, в пробке мы тоже проделали дырки. Итак, приступаем к эксперименту. День 1. Вот что у нас проросло после первого дня. То есть, когда мы в течение 24 часов каждые 2 часа давали им холодную воду. Вы спросите, а что же вы делали ночью? Ну, ночью мы, конечно, каждые 2 часа воду не давали. Если кто-то ночью просыпался и шел, так сказать, в ванную, ну, тот поливал. А если никто не просыпался, то никто не поливал. Делали это утром. Итак, вот что у нас получилось после первого дня в бутылке, в пластиковой бутылке. Вот что у нас, собственно говоря, проросло. Как вы видите, вот эта зеленая пленочка, она раскрылась и лопнула, и появился первый росток. Вот там, где сито, там проросло намного лучше, как вы видите. Как я уже и говорила, старайтесь минимально держать их на свете, и как только полили, сразу же снова закрывайте черным пластиковым пакетом или черной тряпкой. Давайте посмотрим, что у нас в пластиковом пакете. Там у нас просто пластиковый пакет, в котором мы проделали внизу дырочки. Вот, у нас тоже что-то проросло. Маленький росточек, такой же, как, собственно говоря, и в сите. Хуже всего проросло за 1 день в бутылке. Вот так выглядит у нас росток одного дня. Все это хорошенько опять закрываем и продолжаем наш эксперимент. Вот что было на день 3. Насколько выросли наши росточки. Сейчас они 2 сантиметра. Это бутылка. Что произошло в пластиковом пакете? Давайте посмотрим. Здесь тоже 2 сантиметра. То есть пока что результат, собственно говоря, тот же самый. Никто никого не опережает.
И сейчас посмотрим, что у нас случилось в сите. Насколько ростки проросли там. Вот здесь ростки продвинулись гораздо лучше, на 2,5 и 3 сантиметра. Сейчас мы покажем, как правильно поливать. Когда вы поливаете холодной водой, то не под большим давлением, не под жесткой струей, а вот так вот через руку просеивая, или можно с леечки поливать, так тоже пойдет. Каждые 2 часа, не забывайте. Далее, день 5. Что у нас было на 5-й день? На 5-й день бобы, которые были в бутылке, начали толкать друг друга снизу вверх. То есть те бобы, которые снизу, начали толкать тех, которые сверху, своими ростками. Все разбухло. Вот как вы видите, так что кладите либо бобов поменьше, либо бутылку кладите побольше, чтобы вот у вас такой проблемы не происходило, не возникло. Теперь смотрим, что у нас в пакете. В пакете у нас прямо бум роста. Ростки у нас продвинулись уже на 3 сантиметра, и это день 5. Хотя сказать, результаты должны были быть гораздо лучше. За 7 дней ростки должны быть в 10 сантиметров. У нас же всего лишь пока что на 5-й день только 3. Теперь посмотрим, что у нас в сите. В сите у нас то же самое почти что и в пластиковом пакете, но немного побольше. И уже начали расти корни вниз. Почему важно часто поливать? Если вы не будете часто поливать, то тогда, собственно говоря, бобовые будут все время искать воду и будут давать такие корни в разные стороны. Вот у нас день 7. Что случилось на день 7? Очень они продвинулись в росте. И, как видите, поменяли свой цвет. Это не страшно. Это произошло из-за того, что они все-таки получали долю солнечного света, поэтому они потемнели, но их можно есть. Вот у нас то, что в бутылке. Как вы видите, мы поменяли бутылку, потому что их было уже очень много, и они давили друг на друга. И вот что у нас в пластиковом пакете. Держать их более было уже нельзя, потому что начался запах, и они могли начать гнить. Поэтому день 8 и едим то, что у нас есть. А есть у нас 5-сантиметровый росток, хотя должен был быть 10-сантиметровый. Но, как выяснилось, мы держали их в достаточно холодной комнате, а температура должна была быть нормальная, комнатная, теплая. Поэтому они и не выросли на 10 сантиметров, а всего лишь на 5. Не повторите нашу ошибку, и чтобы у вас был 10-сантиметровый росток, держите их в теплой комнате. Итак, теперь смотрим, что у нас в пластиковом пакете. Пластиковый пакет и сито дали одинаковый результат в течение 7 дней, в то время как результат в пластиковой бутылке был самый печальный. Поэтому то, что в пластиковой бутылке у нас получилось, это пришлось выбросить. Это нельзя было есть, росточки были такие маленькие, что не было никакого смысла их использовать. А вот то, что было в пластиковом пакете и в сите, с этого мы, собственно говоря, и будем готовить. Итак, берем, что у нас есть в пластиковом пакете, и подготавливаем достаточно большую форму, глубокую, чтобы промыть эти ростки. Вы можете промывать их под проточной водой, просто аккуратно, чтобы они не поломались. Мы же сделаем это в стоячей воде, потому что нам просто так удобнее вам показывать. И вот эти вот зеленые частички, зеленую шелуху, нужно будет убрать, извлечь. Мы это делали и каждый день перебирали, когда, собственно говоря, их проращивали тоже, чтобы она не мешала им расти. Итак, промываем. Делайте, опять же, как я говорила, это аккуратно, чтобы ростки не поломались. Они упругие, но в то же время легко ломающиеся. Так что аккуратно, как бы прополаскивая их между руками, промывайте, и от них отвалится зеленая шелуха. Смотрите, чтобы она не попадала в массу с чистыми ростками. Как я уже говорила, вот этот цвет коричневый, это из-за того, что на них попадал свет. Это не значит, что они плохие, они тоже съедобные. Их можно использовать, не выбрасывайте. Коричневый и коричневый-белый кушать можно. Итак, из 400 грамм бобов у нас получилось 500 грамм ростков. И делаем из них корейский салат из бобовых ростков. Значит, на 500 грамм бобовых нам понадобится, ростков я имею в виду, 3 стручка зеленого лука, который мы нарезаем мелкими кольцами. Теперь вскипятим воду, достаточно большое количество, чтобы все ростки туда поместились. Когда вода закипела, солить ее не надо,
мы загружаем туда все имеющиеся ростки и кипятим в течение 3 минут. Важный момент какой? Чтобы не получилось неприятного запаха, вы либо накрываете крышкой и кипятите все время под крышкой в течение 3 минут, не снимая крышку, либо изначально кипятите без крышки. То есть это нужно решить с самого начала и делать либо так, либо по-другому. Через 3 минуты мы должны извлечь ростки и остудить их в холодной воде. Почему их, собственно говоря, мы варили? Если их есть сырыми, потом у вас будет болеть живот. Их сырыми есть нельзя, поэтому мы их отварили и сейчас промываем. В холодной воде остужаем. Это можно было сделать, опять же, в проточной воде, просто для удобства вам показать, мы это делаем таким образом. Теперь, когда они остыли, их нужно извлечь аккуратно и удалить из них всю имеющуюся воду, потому что мы не будем варить из них суп, а супчик из них тоже варить можно. Просто если бы они были 10 сантиметров, тогда мы бы еще супчик сварили. А так мы сделаем из них только салатик. Итак, вынимаем их из холодной воды и извлекаем всю жидкость. Встряхиваем их на сито, чтобы вся лишняя влага отекла. Вот так вот. Shake it, shake it. Ну, конечно, не 10 сантиметров, но все-таки симпатичные 5-сантиметровые росточки. Мы, в принципе, довольны результатом. Итак, теперь добавляем красный молотый перец, 2 столовые ложки. Возьмите достаточно большую посуду, чтобы вам было удобно перемешивать ростки. Перемешиваем также аккуратно, чтобы не поломать. Далее, молотый чеснок, 2 столовые ложки. И прежде нарезанный зеленый лук, 3 стручка зеленого лука. И опять все хорошо, но аккуратно перемешиваем. Лучше воспользоваться, например, ложкой и азиатскими палочками. Теперь посолить. Тут дело вкуса. Посолили и попробовали, хватает или нет. Опять все хорошо перемешали. И добавляем кунжутное масло. 4 столовые ложки. Это важный ингредиент для этого блюда, поэтому его не пропускайте, используйте только кунжутное масло. Теперь еще раз все хорошо, аккуратно перемешайте и добавляем кунжутные семена, 1 столовую ложку. Они еще могут понадобиться потом для декорации. И опять все хорошо и аккуратно перемешиваем. Вот у нас получился вот такой красивый салатик. Его мы с вами укладываем в контейнер пластиковый и стеклянный, и можно хранить в холодильнике в течение недели. Это можно есть с рисом, делая корейский бибимбап, или же как салатик на закуску. Итак, приятного вам аппетита! Хороший салатик, хороший корейский салатик. Все ингредиенты, которые в нем есть, они дают комбинацию очень интересного, полного вкуса. Это и остренькое, и в то же время такое благоухающее благодаря кунжутному маслу. А сам салатик очень легкий. Здесь нету сахара, и здесь есть красный перец, который тоже сжигает калории, поэтому для диеты самое оно. Очень вкусный салат, который можно есть и сам по себе, и на закуску, и с рисом. Всем советую сделать и попробовать. Тем более это свое, натуральное, выращенное. Кушайте.